Здравствуйте, друзья! Что росло у славян в огороде? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Картошка? Еще в середине 19 века ей было занято всего 1,5% сельхозплощади страны. Помидоры? Они и в Европе на грядках и столах появились только к концу 19 века. Морковь? Да, ее на Руси ели активно, но вовсе не тот голландский ярко-оранжевый сорт, который распространен сейчас. Репа. Несомненный номер один. Важнейший русский и не только русский. Ту же роль второго хлеба до появления картошки он играл, например, в Средней Азии. Овощ. Опытные огородники умудрялись собирать за лето 2 урожая. Ранней весной сеяли белую репу, более скороспелую, но не так хорошо хранящуюся и не такую сладкую. Убрав ее в середине лета, сеяли уже более знакомую нам желтую репу, которая держалась в земле до заморозков. Она прекрасно хранится в погребе вплоть до Рождества. Лук кубастый. Лука наши предки выращивали множество сортов. Сначала зеленый лук и лук-порей, затем репчатый, шалот и батун. Все эти сорта известны и сейчас. А вот кубастый лук забыт. Выведенный ростовскими огородниками из обычного репчатого, лишен остроты и может употребляться как обычный овощ. Брюква. Гибрид репы и капусты. По вкусу схожа с первой, но гораздо питательнее и неприхотливее репы. Поэтому особенно активно выращивалась в северных и северо-западных регионах Российской империи. Не менее активно на русских огородах выращивали корень петрушки, пастернак, свеклу, редиску и редьку. Все это есть и сейчас, а вот о брюкве забывают. Корнеплоды хорошо хранятся, и это крайне важно в условиях долгих и холодных зим. Серая капуста. Знакомая нам кочанная капуста выращивалась лишь зажиточными крестьянами, ведь она на грядках занимала куда больше места, чем капуста листовая или серая, которая росла сплошным листовым покровом. Не такая сладкая и сочная, как кочанная. Эта капуста целиком шла на приготовление крошева. Для него капусту мелко-мелко нарезали, укладывали с крупной солью в бочки, дно которых присыпали ржаной мукой. Всю зиму из крошева варили щи, называемые холопскими. Примула. Молодую зелень этих цветов с философско-автомобильным названием выращивали на салаты, начинку для ботвиньи, тюри и прочих летних яств с зеленью. Ревень. Неприхотлив, не требователен, растет буквально как сорняк, но из его стеблей готовили прекрасные кисели и морсы, варенье и начинку для сладких пирогов. Посмотрите внимательно, возможно, среди лопухов и одуванчиков на вашей даче тоже растет ревень. Конопля. Главная масличная культура в средней полосе России. Сейчас из-за заморского неестественного употребления запрещенная. Конопляным маслом заправляли каши и кисели. На нем жарили, с ним ели зелень или просто свежий ржаной хлеб. Листовая горчица. Пряная зелень, напоминающая по вкусу горчицу и хрен одновременно. Листовую горчицу добавляли в окрошки и ботвиньи и ели так, с другой зеленью. Известная нам зерновая горчица появилась в России только в конце XVIII века, когда дикой горчице привили черенки горчицы немецкой. Немцы, собственно, это и сделали. Козлобородник, он же овсяный корень, к овсу, впрочем, не имеет никакого отношения. Это родственник обычных садовых астр. Длинные белые с легким рыбным привкусом корни растения крестьяне собирали по осени, варили, тушили и жарили, как и прочие многочисленные корнеплоды. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.